Лето 1984 года. Северный Байкал – закрытый военный полигон у мыса, которого нет на гражданских картах. Водолаз-глубоководник Михаил Савельев опустился на дно в наблюдательной камере на глубину 120 метров и в свете прожектора увидел подводную лодку. Целую, боевую, океанскую, какой на пресном озере, отрезанном от всех морей мира тысячами километров суши, быть не могло. Через 3 суток район оцепили. Камеру и пленку забрали люди в штатском, а Савельева заставили подписать бумагу, о которой он молчал 33 года. Это история о том, что он нашел на дне. Их пригнали на Байкал в июле без объяснений. Савельев работал на спасательном судне Тихоокеанского флота, ходил по морям, поднимал затонувшие, знал свое дело 12 лет. А тут вдруг приказ. Судно по железной дороге, водолазную станцию по железной дороге, людей самолетом, всех на озеро, в закрытую бухту на севере, где у берега стояли серые домики без вывесок и торчали антенны. На воротах ни буквы. Встречал их офицер без знаков различия, говорил мало. Объяснил одно: на дне бухты лежит объект, его надо осмотреть, описать, заснять и ничего не трогать. Что за объект, не сказал. Сказал только, что глубина под 120 и что спускать будут в камере. И еще одно сказал, на прощание, ровным голосом, от которого Савельеву стало не по себе. Чтобы водолаз не увидел и не услышал внизу, наверх он должен подняться сам и в срок. И если связь начнет шалить, не верить ничему, что придет по проводу, кроме голоса своего связиста. Савельев тогда не понял, к чему это. Подумал, обычная флотская перестраховка. Он понял это позже, на 120 метрах, когда в его телефон вошел чужой голос и назвал его по имени. В бухте было неспокойно с первого часа. Личного состава там сидело много для такого глухого места. Больше, чем нужно, чтобы сторожить пустой берег. Люди не разговаривали с прибывшими, ели отдельно, на вопросы не отвечали. На рейде, кроме их спасателя, стояло еще одно судно, гражданское с виду, но с военными обводами и зачехленной аппаратурой на корме. И Савельев заметил, что водолазную станцию на нем уже разворачивали и сворачивали, будто кто-то спускался до них и работу не доделал. Вечером он спросил у местного мичмана напрямую, что, мол, спускались уже. Мичман посмотрел на него и сказал только: «Спускались. 2. Один наверх не дошел, второй говорить разучился». И отошел, не оглядываясь. Савельев решил, что мичман пугает новичка, как водится на флоте, где любят набить цену гиблому месту. Но ночью, лежа в каюте, он все слышал, как этот ровный голос повторяет: «Один наверх не дошел, второй говорить разучился». И еще думал про то судно на рейде, с которого водолазную станцию ставили и спешно сворачивали. Спать он в ту ночь почти не спал. Савельев не любил пресную воду. В море он знал, чего ждать. Байкал был чужой. Вода в нем была такая прозрачная, что с борта видно дно на десятки метров, и от этого кружилась голова, будто судно висит в воздухе над пропастью. А под этой стеклянной чистотой начиналась чернота. И чернота эта была глубже, чем где-либо на земле. Тут под килем был не шельф, не банка, а 1,5 километра холодной воды. Местные матросы говорили вполголоса, что озеро своих не отдает, что утопленников тут не находят никогда, что вода держит их у себя. Савельев в приметы не верил. Но в первую же ночь, стоя у леера, он поймал себя на том, что черноты под бортом боится сильнее, чем любого шторма. Спускали его в наблюдательной камере, стальном цилиндре с иллюминаторами и телефонной связью, на тросе с лебедки. Внутри он сидел один, поджав колени, в свитере и ватнике.
потому что на глубине холод пробирал металл насквозь. На поверхности у телефона сидел Гончар, старшина-связист. Его голос был единственной ниткой к живому миру. Камеру вывесили за борт, и она пошла вниз. 10 метров, сказал Гончар в трубке. Как слышно? Слышу хорошо. Свет еще есть. Свет был. Байкальская вода пропускала его глубоко, и первые метры камера шла в зеленоватом сумраке, чистом и пустом. Потом зелень погасла, налилась синевой, синева — чернотой. На 50 метрах Савельев включил наружный прожектор. Луч уперся в пустую воду, в которой не было ничего, ни рыбы, ни мути, ни планктона, как бывает в море. Чистая, мертвая вода. Камера опускалась ровно, трос поскрипывал, и Савельев следил по глубиномеру. 70, 80, 90. Корпус холодел. Он дышал, и пар оседал на стекле, и приходилось его протирать рукавом. На глубине Савельев всегда следил за собой не меньше, чем за приборами. Глубоководника подстерегает не только давление, подстерегает голова. На большой глубине, в темноте, в тесноте, в холоде человеку начинает мерещиться, и опытный водолаз это знает и держит себя в руках. Поэтому Савельев работал по правилу. Каждую странность сперва объясни простым. Холодок по спине, мерзнет металл. Кажется, что в воде кто-то есть, это луч дрожит. Звон в ушах, давление. Он повторял это про себя, спускаясь, и все было нормально, все объяснялось. Пока было что объяснять. «100», — сказал Гончар. «Скоро грунт. Сбавляю». На сотни метров холод в камере стал зимним. Савельев натянул капюшон, дышал в ладони, и пар изо рта висел в тесном цилиндре. Глубиномер, термометр, часы — он сверял их по привычке. Вода за бортом показывала плюс 3,5. Часы шли ровно. Давление по корпусу — норма. Все приборы говорили, что все в порядке, и только тело говорило обратное. Где-то на 90 метрах Савельев начал чувствовать, что внизу его ждут. Не «там что-то есть», а именно ждут, по его душу, давно и терпеливо. Он узнал в этом первый признак глубинного дурмана и стал дышать ровнее, медленнее, как учили. Чувство не уходило. Оно нарастало с каждым метром вниз, и это было неправильно. Дурман от ровного дыхания отступает. Этот — нет. Лебедка пошла медленнее. Савельев прижался к нижнему иллюминатору, светя вниз. И вот из черноты навстречу поднялась серая равнина. Ил ровный, светлый, нетронутый, совсем как в море, только более чистый. Камера зависла в 3 метрах над дном. Савельев осмотрелся. Пусто. Серый ил уходил во все стороны, и луч стоял в воде метрах в 5. «На грунте», — доложил он, — «объекта не вижу. Веди по бухте малым». Судно наверху потянуло камеру в сторону, и она поплыла над дном, как фонарь над снежным полем. Савельев смотрел в иллюминатор и считал минуты. Дно было ровным и мертвым. Он уже думал, что объект — какой-нибудь утопленный понтон или баржа, дело на полчаса, и хотел наверх, в тепло, прочь от этой черноты. И тут луч поймал тень. Сначала Савельев не понял масштаба. В воде глаз обманывается, и темная громада впереди показалась ему скалой, подводным уступом. Но у скалы не бывает таких линий. Тень была ровная, длинная, с плавным горбом наверху, и она лежала на дне, чуть завалившись на борт, уходя в темноту в обе стороны дальше, чем доставал свет. Савельев велел подвести камеру ближе, и когда луч лег на бок громады, у водолаза похолодело внутри. Это была обшивка. Стальные листы, ровные швы, ряды заклепок и сварных рубцов. Легкий налет, изгиб корпуса, гладкий, рассчитанный, человеческий. Перед ним лежал борт большого корабля. Камера подвсплыла выше, и Савельев увидел над горбом корпуса то, что не оставляло сомнений.
рубку. Высокую, обтекаемую боевую рубку с ограждением, с леерами, с круглым люком наверху. Из рубки торчали выдвижные устройства, перископ и антенны, поднятые вверх, как у лодки в позиционном положении. Под рубкой тянулся длинный сигарообразный корпус, и теперь, ведя по нему луч, Савельев понимал, что это и насколько это огромно. Перед ним на дне Байкала лежала подводная лодка. Ни катер, ни баржа. Боевая океанская субмарина метров под 90 длиной. «Гончар», — сказал он в трубку, и голос у него сел. «Гончар, тут лодка». «Какая лодка?» «Подводная, большая, целая». Савельев сглотнул. «Боевая лодка лежит на дне». В трубке стало тихо. Потом Гончар сказал уже другим, осторожным голосом, будто читал по бумаге. «Понял тебя. Осмотри, опиши, сними. Не трогать, близко не подходить. Это приказ». Савельев повел камеру вдоль корпуса. Чем дольше он смотрел, тем меньше понимал. Лодка была не ржавой. На море любое железо за год обрастает, ржавеет, покрывается коркой. Эта сталь была чистой, темной, гладкой, лишь с легким серым налетом, будто лодка легла на дно недавно. Но не это было самое страшное. Савельев 12 лет работал с затонувшими судами и знал, как ложиться на дно то, что тонет. С пробоиной, с креном, с развороченным корпусом, носом или кормой вниз, как падает мертвое. Эта лодка лежала ровно. На ровном киле, чуть привалившись к борту, целая, без единой пробоины, без вмятины, аккуратно, будто не утонула, а легла. Сама приткнулась ко дну и замерла, как ложатся отдохнуть. Камера прошла вдоль корпуса к рубке, и Савельев поднял луч на нее. Рубка стояла целая, высокая, с поручнями ограждения, и на мостике наверху темнел круглый верхний люк. Люк был задраен. Савельев пригляделся и заметил то, от чего по нему прошел первый настоящий холод, не от металла. Кремольера люка, тот штурвал, которым задраивают крышку, стояла в положении «открыто». Люк был прикрыт, но не заперт. Заперт он мог быть только снаружи или изнутри, а снаружи, на дне Байкала, его запирать было некому. Значит, изнутри. Кто-то внутри держал крышку прикрытой, но не запертой, будто собирался выйти. Он опустил луч на борт к ряду иллюминаторов прочной рубки. Стекла были мутные, запотевшие, изнутри. На лодке, лежащей 120 метров под водой, давно затопленной, не может быть разницы температур, от которой потеют стекла. Запотевают они там, где внутри теплее, чем снаружи, где внутри дышат. Савельев навел луч на один иллюминатор и сквозь муть стекла увидел за ним слабый, ровный отсвет. Не отражение прожектора, а свой, тусклый, желтоватый свет, какой дают аварийные плафоны. Внутри лодки горел свет. Он подвел камеру к борту, к тому месту, где на боевых лодках выводят бортовой номер. Номера не было, и названия не было. Гладкая, темная сталь, ни цифры, ни буквы, ни звезды, ни флага. Будто кто-то снял с лодки имя перед тем, как опустить ее сюда. Савельев светил вдоль борта и не находил ни одной надписи, какие положены на любом флоте мира. «Гончар, на ней номера нет», — сказал он. «Слышишь? Голый борт. Чья она?» «Не задавай вопросов», — сказал Гончар тихо. «Снимай и поднимаемся. Тут начальство нервничает, но вопрос был один, и он стоял у Савельева в горле, и от него мутило сильнее, чем от глубины. Как она сюда попала? Байкал — это не залив, не лагуна. Это закрытое пресное озеро посреди материка, за 1000 километров от любого моря, со всех сторон отгороженное хребтами. К нему не подходит ни один морской канал. По рекам такую тушу не сплавить. Не пройдет ни по Ангаре, ни по порогам.
Океанскую боевую лодку в 90 метров длиной нельзя привезти на Байкал целой никаким способом, который Савельев мог придумать. Можно по железной дороге, по частям, секциями, тайно, и сварить уже здесь, на закрытом полигоне, где-нибудь в крытом эллинге. Можно. Если очень нужно испытать что-то так, чтобы ни один чужой спутник, ни один корабль-разведчик никогда не увидел. Это было единственное объяснение, и оно почти все закрывало. Почти. Кроме медленно крутящегося винта. Кроме света в иллюминаторах. Кроме того, что лодка пришла на это место сама, по дну оставив след. Савельев включил кинокамеру и повел вдоль корпуса к корме. И тогда он увидел след. По серому илу от кормы лодки тянулась широкая ровная борозда, длинный смазанный след, какой оставляет тяжелое тело, ползущее по дну. Лодка пришла сюда по грунту. Не упала сверху, не была опущена краном. Она двигалась по дну, толкая перед собой ил, и легла в конце этого следа. А под кормой, в мутной воде у самых винтов, Савельев разглядел, что один из винтов медленно, чуть заметно поворачивается. Тихо. Сам по себе. В стоячей воде, на 120-метровой глубине, без течения, гребный винт мертвой лодки делал оборот за оборотом, будто машина внизу работала на самом малом ходу. Савельев навел на него луч и смотрел, не веря, и считал обороты, как считал бы пульс у больного. Винт не разгонялся и не останавливался. Он держал ровный, спокойный ход, и от каждой его лопасти легкими завитками поднималась со дна муть. Значит, он работал давно, ровно, все это время, пока лодка лежала тут и ждала. Вокруг стояла та особая байкальская тишина, в которой нет ни шороха планктона, ни тресков, какими полно море, мертвая, стеклянная тишина чистейшей воды на земле. И в этой тишине единственным движением был тихий, терпеливый поворот винта мертвой лодки. «Тихий, списанное», — сказал Савельев вслух, больше себе. «Привезли по железке секциями, собрали, испытывали тут, в закрытой воде. Потом затопили. Вот и весь объект. Он сам в это не верил. Списанные не ползают по дну. Списанные не крутят винтом». Он смотрел на медленно вращающийся винт и в наушниках слышал только свое дыхание и поскрипывание троса. И хотел наверх так, как не хотел никогда. Он поднял луч обратно к рубке, к запотевшим иллюминаторам, за которыми горел свет. И пока он смотрел, перископ на рубке шевельнулся. Медленно, плавно, без рывка, длинная труба перископа повернулась и остановилась головкой в его сторону, туда, где висела в черной воде стальная камера с человеком и горел прожектор. Лодка смотрела на него. Савельев отдернулся от иллюминатора так, что ударился затылком о противоположную стенку камеры, и в трубке тут же ожил Гончар. «Савельев, что там? Дыхание частишь? Я слышу. Доложи». «Перископ», — выдавил Савельев. «Гончар, у нее перископ повернулся. На меня. Она наводится». «Спокойно, спокойно, Миша». Голос Гончара дрогнул. Течением повело, железка старая, шарниры разболтаны, вот и качнуло. «Снимай и...» А потом по корпусу лодки, изнутри, через сталь, через 120 метров черной воды, до него дошел звук. Удар. Потом еще. И еще. Ровные металлические удары, кто-то стучал по корпусу изнутри. Не беспорядочно, с промежутками, группами, с паузами между ними. Так не бьется сорвавшийся механизм. Так стучит человек, запертый в железе на дне. Человек, который услышал, что снаружи кто-то есть, и бьет по обшивке, чтобы его услышали. Савельев замер, не дыша, и сосчитал удары. 3 коротких, 3 длинных, 3 коротких. И снова. Это была морзянка. Старый сигнал бедствия, который знает каждый моряк. «Спасите наши души».
Савельев сидел, окаменев, и слушал, как из мертвой лодки на дне самого глубокого озера земли кто-то зовет на помощь. Сигнал повторился. Потом смолк. Наступила тишина, долгая, тяжелая, и в этой тишине Савельев услышал собственное сердце и сиплое дыхание в трубке. Гончар наверху тоже молчал, тоже слушал через его микрофон. А потом стук пошел снова. Но теперь он был другой. Не 3 коротких, 3 длинных. Теперь удары шли иначе, медленнее, с расстановкой, группами, и Савельев, холодея, понял, что это уже не зов о помощи. Это были вопросы и ответы. Кто-то внутри передавал, замолкал, будто слушал и передавал снова. Лодка с кем-то переговаривалась, и этот кто-то был не на поверхности. «Гончар!» – прошептал Савельев, не узнавая своего голоса. «Гончар, поднимай меня! Поднимай сейчас же!» Трубка молчала. «Гончар!» в наушниках щелкнуло, и сквозь шорох воды, оттуда, снизу, из лодки, не с поверхности, в его телефон вошел чужой голос. Спокойный, ровный, мужской, очень усталый. Он назвал Савельева по имени-отчеству, которого Гончар наверху не знал, которого не было ни в каких списках на этом судне. И сказал 4 слова. «Михаил Андреевич, открой нам люк». Камеру подняли рывком. Гончар, услышав чужой голос в линии, не стал ждать команды. Дал лебедке полный, и Савельева выдернуло со дна так, что заложило уши. 120 метров вверх, мимо черноты, мимо синевы, в зелень, в свет. Когда камеру выдернули на палубу и отдраили люк, Савельев вывалился наружу, на горячие от солнца доски, и долго лежал, хватая ртом теплый живой воздух, и не мог сказать ни слова. Над ним стояли люди, не его команда. Штатские, те самые, без знаков, что встречали их на берегу. Их старший присел рядом на корточки и спокойно спросил. «Голос слышал?» Савельев кивнул. «По имени-отчеству назвал?» Савельев посмотрел на него снизу вверх и снова кивнул, и старший не удивился. Он выпрямился, сказал кому-то: «Этого в санчасть наблюдать». И Савельев понял по его лицу все то, что мичман сказал ему накануне. Что это не первый раз. Что они знают про голос. Что они затем сюда и сидят. Его подняли слишком быстро, и тело за это мстило. В ушах стоял звон, в суставах ныло, перед глазами плыли темные мухи. Глубоководник знает эти признаки. Кессонная болезнь нельзя так рвать со 120 метров. По уму его надо было сажать в барокамеру и медленно выводить. Барокамеры на берегу не оказалось, а штатские, узнав, что он в сознании и говорит, вести его никуда не стали. Это сказала Савельеву больше всех слов. Им был важен не водолаз, а то, что водолаз слышал. Здоровье его в расчет не шло. Из носа у него текла кровь тонкой струйкой, и он вытирал ее рукавом и думал тупо, что вот так, наверное, и начинал не доходить наверх тот первый. Пленку из кинокамеры забрали сразу, камеру наблюдения тоже. Савельева отвели в домик на берегу, в комнату с койкой и зарешоченным окном. Оставили одного. Сказали: «Отдыхай, скоро придет врач». Зарешоченное окно и засов снаружи Савельев заметил не сразу, а заметив, понял. Его тут не лечить собирались, а держать, как держат не больного, а зараженного, который еще ходит и говорит, но уже не вполне свой. Он лег и закрыл глаза, и сразу пожалел. Стоило закрыть глаза, как возвращался звук. 3 коротких, 3 длинных, 3 коротких. Спасите наши души. Он лежал, а сигнал шел не из-за окна, не из-за стены, а откуда-то изнутри, из костей черепа, ровный и терпеливый. Савельев зажал уши ладонями. Сигнал не стал тише. Тогда он понял, что слышит его не ушами, и убрал руки. Он попробовал считать, петь про себя, вспоминать дом, жену, дочку, двор, что угодно живое и теплое. Сигнал просачивался сквозь все.
Он шел ровно как пульс, как капля из крана в пустой ночи, и не давал ни на чем удержаться. И Савельев чувствовал, что если так будет еще ночь, он начнет ему подпевать просто, чтобы не сойти с ума от ожидания следующего удара. К вечеру у него началось странное. Он сидел на койке, смотрел в стену и вдруг заметил, что пальцы его правой руки сами выстукивают по колену ритм. 3 коротких, 3 длинных. Он отдернул руку, сжал в кулак. Через минуту стучала левая. Он не управлял ими. Тело отвечало на сигнал, как отвечает моряк, услышавший зов. Машинально, выученным за жизнь рефлексом. «Тебя зовут, отзовись». Савельев сел на руки и стал считать вслух от 100 назад. И держался так, пока не пришел фельдшер с уколом. Ночью на бухту лег туман, и в тумане Савельев услышал, что внизу, под берегом, под водой, лодка ему отвечает. Он не спал, лежал и слушал. Его стук днем она приняла. Теперь в ответ со дна поднимался по воде, по своям причала, по стенам домика тот же сигнал, но обращенный к нему лично. Его имя, отстуканное морзянкой, медленно, по буквам. М-И-Х-А-И-Л. Пауза и снова. Лодка запомнила, как его зовут. Она звала его по имени всю ночь, ровно, без устали, как зовут домой ребенка, заигравшегося в темноте. И самое страшное было не в том, что она звала. Страшно было, что зов этот был ласковым. В нем не было угрозы, не было злобы, ничего из того, чем пугают в детстве. Была забота. Теплая, терпеливая «иди сюда, тебя тут ждут, тебе тут будет хорошо». И к утру Савельев поймал себя на том, что слушает его уже не с ужасом, а с чем-то вроде тоски, как слушают голос из дома, в который давно не был. Вот тогда он испугался по-настоящему не лодки, а себя, того, что часть его уже хочет ответить. Под утро он все же забылся. И во сне он был не в санчасти. Он стоял на дне, без скафандра, в одной робе, на сером иле, и ему было не холодно и не давило, будто 120 метров воды над ним ничего не весили. Перед ним была лодка, и люк на рубке был откинут, и оттуда лился теплый желтый свет. И кто-то сверху, с мостика, протягивал ему руку и говорил: «Поднимайся, браток, заждались». И Савельев во сне ступил на корпус, взялся за поручень, занес ногу к люку и проснулся от того, что фельдшер тряс его за плечо и кричал, что он стоит. Савельев стоял посреди темной комнаты у запертой двери, и обе его руки шарили по косяку, нащупывая кремольеру, которой на двери не было, нащупывая, чем отдраить люк, чтобы выйти к тем, кто звал. Наутро штатские взялись за дело всерьез. Савельев из окна санчасти видел, как с того второго судна спускают глубоководный аппарат, не камеру, а управляемый, с манипуляторами. Видел, как готовят водолаза в жестком скафандре. Он понял, что они решили, раз лодка не молчит и не разрушается, надо войти в нее, открыть люк снаружи, заглянуть, понять. Достать то, что внутри, на свет, и тем кончить дело. Савельев колотил в стекло, кричал, чтобы не лезли, чтобы не открывали люк. Его не слушали. Старший лишь поднял голову на крик, посмотрел на окно санчасти спокойно и отвернулся. Водолаза спустили после полудня. Савельеву потом рассказал фельдшер, шепотом оглядываясь. Фельдшер тоже был из тех, кто здесь не первый месяц, и боялся. Водолаз дошел до лодки, доложил наверх, подошел к рубке, поднимается на мостик у люка. Доложил, что кремольера в положении открыта. А потом, и это слышали все на связи, спросил странным, спокойным голосом, словно очнувшись: «А меня примут?» И сам своими руками довернул кремольеру и откинул люк. Связь не оборвалась. Связь продолжала работать. Просто водолаз больше не отвечал на вызовы,
а в наушниках у оператора еще час шел ровный гул голосов. Много голосов, говоривших разом, негромко, по-доброму, будто там, внутри, человека встречали свои. Оператор, что вел связь, после этого сам слег. Фельдшер говорил, что он не мог унять дрожь и все повторял одно, что в тех голосах, в общем добром гуле, он узнал голос пропавшего водолаза, уже оттуда, изнутри, спокойный и довольный, будто человек вернулся с долгой вахты домой и рад, и не понимает, чего о нем горюют. И голос звал остальных не бояться. Говорил, что внутри тепло и что все свои. И оператор, слушая это, поймал себя на том, что и сам уже тянется к тумблеру, чтобы ответить, чтобы тоже сказать «иду». И тогда сорвал наушники и закричал, чтобы кто-нибудь его увел от пульта. Его увели. Манипуляторный аппарат с откинутым люком напротив, пустой, еще долго висел над лодкой на тросе. И снизу, через воду, по кабелю, в динамик пульта тихо шел ровный домашний гул многих голосов. Гончар, единственный из его, кто остался рядом, пробрался к Савельеву под вечер мимо штатских, сел на корточки у койки. Лицо у старшины было серое. «Миша», — зашептал он, — «я ведь тоже слышу. С той минуты, как ты внизу был, как голос в линию вошел, я его слышу. Он и меня по имени кличет». Гончар сжал Савельеву руку. «Я в трюме гайки в банку накидал, трясу, когда не вмоготу, чтоб свой стук, свой ритм сбивал, чтоб не в такт. Помогает чуток. Ты держись, Миш, не отвечай ему». Я слыхал, как старший сказал: «Ответишь своим именем, все, спишут к ним. Не отвечай». Аппарат с манипуляторами подняли пустым. Водолаза не нашли. Лодка приняла еще одного. Пленку, которую забрали у Савельева, проявили в ту же ночь. Он узнал об этом потому, что старший принес ему мокрые еще кадры и положил перед ним на койку. Молча, будто проверял на нем что-то. Савельев посмотрел. На кадрах была лодка. Та самая, его съемка, борт, рубка, винт. Но на пленке борт был не голый. На нем, там, где он своими глазами видел чистую сталь без единой буквы, проступал бортовой номер, 3 цифры, белые, полустертые, старые. И в углу кадра, на мостике рубки, у откинутого люка, хотя люк, когда Савельев снимал, был закрыт, стоял человек. Маленький, темный, в форме старого образца, и лицо его было поднято вверх к камере, к Савельеву. Глаз на лице не читалось, только 2 темных пятна и спокойное ожидание. «Этот номер мы пробили по архивам», — сказал старший тихо. Лодка с таким номером затонула со всем экипажем. Давно, в другом море, за 1000 верст отсюда. Ее так и не нашли. Он забрал пленку. «Их нигде не находят, Савельев. Они все приходят сюда». Позже, после того, как пустой аппарат подняли со дна, старший вернулся к нему один. Сел на табурет у койки, устало потер лицо. «Ты спрашивал, чья она?» — сказал он. «Я тебе скажу, все равно теперь. Она ничья. Точнее, всехняя. Это не одна лодка, Савельев. Это место. Озеро своих не отдает. Слыхал присказку?» Так вот это не присказка. Все, что тонет в холодной воде и не всплывает, экипажи, что ушли на дно с лодками, рыбаки, утопленники, оно собирается тут, на глубине, где мы ее нашли. Лодка — это как причал для них, дом. Они в ней ждут. И зовут к себе живых, кто близко подойдет и услышит. Не со зла, от одиночества. Им там одиноко, понимаешь? 2 моих ребят в позапрошлом годе ушли так же. Один спустился и остался. 2 подняли. Да только он наверх вернулся уже не весь. 2 молчит до сих пор, сидит в палате, смотрит в стену на восток, в сторону воды и пальцем по колену выстукивает. Все одно и то же выстукивает без конца. Я Морзянку знаю. Он передает: «Иду, иду, иду». 3-й год уже идет, а все не дойдет. Тело тут, а сам там.
Старший помолчал. «Вот и думай, моряк, что хуже? Уйти сразу или вот так остаться наполовине?» «Зачем вы тогда лезете?» – прошептал Савельев. «Зачем людей спускаете, если знаете?» «Затем, что приказ поднять или уничтожить», – ровно сказал старший. «А ее не поднять и не уничтожить. Мы это знаем. Наверху нет. Наверху думают, что это секретный объект противника. Пусть думают». Он встал. «А ты держись, моряк. Ты ее услышал и наверх дошел. Это редкость. Значит, можешь устоять. Главное, не отвечай ей. Не стучи. Каждый твой стук — это когда. Как подпись. Настучишь свое имя в ответ, считай, списался к ним в команду». Он ушел. А Савельев остался сидеть, сжимая руки между колен, потому что пальцы снова начинали отбивать ритм, и он со всей силой держал их, чтобы не ответить, чтобы не подписать. Вечером ему принесли его вещи с судна переодеться. Среди них была его собственная фотография, которую он возил в бумажнике. Он сам, молодой, у первой своей лодки, в парадке. Савельев глянул на нее и обмер. На снимке за его спиной, у борта, стояли матросы его экипажа, как всегда. Но теперь среди них с краю стоял еще один. В старой форме, какую носили лет 40 назад. В бескозырке, без ленточек, бледный, с темными провалами вместо глаз. Савельев точно знал, что этого человека на фотографии раньше не было. Он держал снимок в руках и смотрел, как чужой матрос с каждой минутой чуть-чуть, неуловимо поворачивает голову к нему, к живому, и словно ждет, когда тот, наконец, обернется. Савельев перевернул фотографию, чтобы не видеть. На обороте, его собственной рукой, карандашом, было что-то написано. А он никогда ничего на ней не писал. Кривыми, чужими, будто детскими буквами там стояло одно слово «скоро». Он не помнил, чтобы писал. Грифель был свежий, черный, словно вывели только что. Савельев сунул снимок под матрас лицом вниз и всю ночь чувствовал его там, как чувствует под половицей живое. Ночью поднялся ветер. Байкал озлился разом, как умеет, без раскачки, сразу штормом. Суда на рейде заплясали, отойти в такую волну было нельзя, и Савельев понял, что они заперты в бухте. Все до конца непогоды. Свет в санчасти моргнул и погас. Рация на столе у дежурного захрипела, и сквозь хрип на всех волнах пошел один и тот же звук. Ровный, медленный стук морзянки, поднимавшийся снизу из-под штормовой воды. Лодка работала на передачу. Она звала, и звала теперь не только его. Савельев слышал, как в соседних домиках заскрипели койки, как кто-то встал, как открылась дверь, как по причалу к воде, в темноту и ветер, пошли шаги, ровные, спокойные шаги людей, которые идут на знакомый зов. Он подполз к окну. В разрывах тумана, в свете аварийного фонаря на причале, он увидел их. Матросов с того, второго судна, личный состав полигона, людей, что неделями сторожили эту воду и боялись ее. Теперь они шли к ней сами, по одному и по двое, спокойно, без шапок, не чувствуя ни ветра, ни ледяных брызг. Заходили в черную штормовую воду по пояс, по грудь, и вода смыкалась над ними без всплеска. Озеро забирало своих, не дожидаясь, пока они утонут. Оно просто принимало тех, кто услышал и пришел. А где-то там, среди уходящих, мелькнул и старый знакомый силуэт. Грузный, в накинутом бушлате. И Савельев с ужасом узнал в нем старшего, того самого, кто учил его не отвечать, кто продержался дольше всех. И вот не выдержал и он, и шел теперь к воде той же ровной походкой, что и прочие. А его собственное сердце, его дыхание, его кровь в висках — все в нем теперь било один и тот же ритм.
3 коротких, 3 длинных. Он лежал в темноте, держа себя из последних сил, и чувствовал, как граница между ним и тем, что внизу, истончается. Он уже не был уверен, где он. Закрывая глаза, он видел не темноту, а тесный, теплый отсек, обшитый сталью, и приборы с дрожащими стрелками, и людей в старой форме, сидящих по местам, спокойных, ждущих, и одно место среди них было свободно. Его место, у переднего поста, и его там ждали. И было это так знакомо и так по-домашнему, что хотелось просто прийти и сесть. Савельев открыл глаза и не сразу понял, в санчасти он или уже там. Стены домика были мокрыми, с них текла вода. Холодная, чистая, байкальская вода сочилась по сухим стенам комнаты на берегу, выступала каплями на потолке, текла по стеклу зарешоченного окна изнутри. Воздух стал плотным и сырым, как в отсеке, и запах пошел не береговой, а тот, что Савельев слышал в наблюдательной камере. Резина, солярка, металл и чужое дыхание. Комната на твердом берегу медленно становилась лодкой. Вода собиралась в луже на полу, поднималась, и Савельев, лежа на койке, услышал, как где-то совсем рядом, под полом, под койкой, в самих его костях, заработал, набирая обороты, гребной винт. И спокойный усталый голос сказал ему на ухо, без морзянки, прямо словами: «Хватит держаться, Михаил Андреевич. Ты же дома. Просто открой нам люк изнутри». Вода в комнате поднялась до щиколоток. Савельев стоял посреди нее, и комната уже не была комнатой. Стены сошлись теснее, потолок навис, лампочка под ним налилась тем самым тусклым желтым светом аварийного плафона, и от стен пошли заклепки, ряды заклепок, которых не было в дощатом домике. Дощатый пол выгнулся, стал стальным, ребристым, холодным даже сквозь подошвы. По переборкам, что миг назад были стенами комнаты, проступили вентили, манометры, рукояти, маховики клапанов, все то, что Савельев знал на ощупь по 12 годам службы, все родное, привычное, обжитое. Воздух загустел, налился сыростью и тем запахом, от которого у моряка щемит сердце. Резина, солярка, краска, горячее масло, чужое дыхание в тесноте. Пахло отсеком, пахло службой, пахло домом, которого Савельев, оказывается, тосковал всю жизнь и не знал об этом. Где-то под полом ровно, басовито работал винт. И спокойный усталый голос, тот, что звал его со дна, теперь был совсем рядом, у самого уха, и говорил без морзянки, по-человечески: «Открой нам люк изнутри, Михаил Андреевич. Ты же дома, что ж ты держишься? Тут все свои, тут тепло, тут больше не надо мерзнуть и бояться, иди». Он понимал теперь, как ушли все остальные. Понимал водолаза, что сам откинул люк, и спросил: «А меня примут?» Понимал матросов, что заходили в штормовую воду по грудь. Понимал старшего, продержавшегося дольше всех и все-таки шагнувшего в озеро. Зов не ломал человека силой, он просто переставал быть страшным. В какой-то миг тебе становилось ясно и спокойно, что там внизу лучше, чем здесь. Там тебя ждут, там тепло, там кончается одиночество, которое ты, оказывается, носил в себе всю жизнь и не замечал. И тогда идти к воде было так же естественно, как уставшему лечь. Никто из них не чувствовал, что погибает. Все они шли домой. В этом и была вся сила лодки. Она не убивала, она звала. И Савельев почти пошел. Тело его повернулось к двери, к той двери, что была уже не дверью, а круглым задраенным люком с кремольерой. И руки сами легли на штурвал, и он начал его доворачивать. Спокойно, ладно, как делал 1000 раз на службе, отдраивая переборку. Кремольера подалась, еще оборот,
и он откроет и войдет, и сядет, наконец, на свое место у переднего поста, где его так долго ждут, и кончится этот ужас одиночества, эта мука держаться. Один оборот. Руки были чужие и счастливые, голова была легкая, он улыбался. И тут заболела рука. По-настоящему резко, не во сне. Старая кессонная боль, та, что грызла суставы с самого подъема, вступила в локоть так, что потемнело в глазах. Боль была своя. Боль была живая, человеческая, тутошняя, не из лодки. Савельев цеплялся за нее, как танущий за доску. Он нарочно дернул больной рукой, согнул ее, чтобы стало еще больнее, и боль на миг разорвала теплый туман. И он увидел, что делает, что стоит у запертой снаружи двери санчасти и срывает с нее засов, чтобы выйти в шторм, к воде, ко дну. Он отшатнулся. И тогда вспомнил Гончара. Гайки в банке. Сбить ритм. Своего ритма у него не было. Сердце уже билось морзянкой. Тогда он сделал единственное, что мог. Он стал бить себя. Кулаком в стену, в косяк, в собственную грудь, не по три, не по порядку. А как попало, рвано, бессмысленно, лишь бы не в такт, лишь бы сломать тот ровный счет, в который его вело. Кровь из разбитых костяшек, боль, хрип, все человеческое, все рваное, все не по уставу. Он рвал на себе ворот, кусал губу до соли, до крови, лишь бы во рту был живой человеческий вкус, а не та сладкая теплая пустота, в которую его уводила. Лодка не знала, что делать с рваным. Зов ее был ровный, мерный, выстроенный, как все на флоте, как сама морзянка. А Савельев нарочно стал безобразным, бессмысленным, неровным, каким человек бывает только живым. Голос в ухе сбился. Потерял его на миг. Винт под полом дал перебой. И в эту щель, в этот разрыв ровного зова Савельев закричал. Длинно, без слов, по-звериному, цепляясь криком за то, что он еще кричит, еще дышит, еще свой. Он кричал и бил стену, и не считал, и не слушал до самого рассвета. Сколько раз за ту ночь он почти сдавался, он не считал и не хотел считать. Несколько раз ровный теплый зов почти брал верх. Руки сами тянулись к двери, и тогда он находил новую боль. Бил локтем о косяк, прикусывал язык, тер разбитыми костяшками о шершавую стену. Он держался не разумом, разум давно уговаривал его пойти. Он держался телом, болью, кровью, всем тем грубым и живым, что еще оставалось в нем от верхнего мира. Это была не храбрость. Храбрость кончилась в первый час. Это было тупое, животное упрямство мяса, которое не хочет на дно, и только им одним Савельев и выжил. И за это потом всю жизнь не мог себя ни хвалить, ни простить. Потому что выжить-то он выжил, а вот вернулся ли весь, не знал. Под утро он перестал слышать удары собственного крика и понял, что охрип совсем, что голоса нет. И в этой наставшей немоте зов, наконец, отступил, не пропал, а отодвинулся, опустился обратно на дно, будто там, внизу, поняли, что этого пока не возьмешь, и решили подождать. Лодка умела ждать. Времени у нее было сколько угодно. Шторм кончился под утро, разом как начался. Стало тихо. Вода в комнате опала, ушла, будто ее и не было. Доски были сухими, стены дощатыми, заклепки исчезли, лампочка горела обычным светом. Савельев сидел на полу, в углу, спиной к стене, с разбитыми в кровь руками, и тупо смотрел на дверь. Засов на ней был сорван. Дверь приоткрыта. Он не помнил, открывал ее или нет. Он не помнил, выходил ли. И всю оставшуюся жизнь он не знал точно, удержался ли он той ночью на берегу. Или все-таки дошел до воды, вошел в нее, был принят, а наверх вернулась только часть его, та, что умела еще сидеть в углу и дышать. Когда совсем рассвело, он заставил себя встать и выглянуть наружу. То, что он увидел, он не забыл до смерти. Бухта была пуста.
не разорена, не разгромлена штормом, пуста, аккуратно, тихо. Двери всех домиков стояли распахнутыми. На столах остывал недопитый чай. В караулке лежал на табурете автомат, и рядом снятая шинель, сложенная, будто человек вышел на минуту. На причале выстроились в ряд сапоги, несколько пар, аккуратно, носами к воде, как оставляют обувь у порога, входя в дом. Люди не бежали и не боролись. Они разулись, как разуваются на пороге, и вошли. Второе судно стояло на рейде с заглушенными машинами, пустое. Их спасатель тоже. На всем полигоне не было ни одной живой души, кроме Савельева, и ни одного тела. Озеро не оставило ничего. Он сел на ступеньку санчасти, на холодное утреннее солнце, и сидел так, не двигаясь, не зная, сколько часов, пока вода в бухте лежала гладкая, стеклянная, чистая до самого дна. И в этой чистоте, если долго смотреть, далеко внизу угадывалась длинная темная тень, лежащая на ровном киле, и над ней крошечный, ровный, терпеливый ворот винта. Только к полудню пришли люди. Не штатские, этих не осталось ни одного. Бухта была пуста, домики стояли с раскрытыми дверями, койки холодные. Пришел новый отряд с большой земли, в форме, с врачами. Они ходили по опустевшему полигону, считали тех, кого нет, собирали оставленные сапоги с причала, сворачивали аппаратуру и не задавали лишних вопросов, будто знали, зачем едут, будто их и присылали прибрать после. Савельева они нашли на ступеньке санчасти, отвели в сторону, осмотрели руки, посветили в глаза, и старший у них, такой же спокойный и усталый, как тот, прежний, спросил у него только 3 вещи. Слышит ли стук? Тянет ли к воде? Стучат ли руки? Савельев молчал. Старший записал что-то в книжку, и Савельев увидел, что книжка эта точно такая же, как была у прежнего, и исписана давно, и что его, Савельева, вписывают в длинный список, который вели задолго до него и будут вести после. Список недошедших. Тех, кто услышал лодку и наверх вернулся не весь. Бухту они закрыли. Лодку со дна поднимать не стали и взрывать не стали. Савельев понял это по обрывкам разговоров. Пробовали уже, давно, не она первая, не выходит ни поднять, ни уничтожить то, что и так лежит на дне и никуда не денется. Ее просто оставили там, где она лежала, на 120 метрах в чистейшей воде самого глубокого озера Земли, с горящими изнутри плафонами и медленно крутящимся винтом, и обнесли весь район запретной зоны на картах, которых нет в открытой продаже. Поставили буи, развесили запреты, отвели от того места фарватеры и маршруты. Не чтобы кого-то не пустить к секрету, а чтобы никто живой больше не подошел близко и не услышал. Савельев понял это уже потом, годы спустя. Запретная зона на Байкале – это не про шпионов. Это крышка, как та, что закрывают на колодце, чтобы дети не падали. Она и сейчас там, под буями, на дне. И сейчас зовет. И когда-нибудь какой-нибудь гидронавт, рыбак, водолаз снова подойдет слишком близко и услышит, как его окликают по имени снизу, ласково, по буквам. Когда его уводили с полигона, он сунул руку под матрас и забрал свою фотографию. Ту с чужим матросом и словом «скоро» на обороте. Он не хотел оставлять ее там. Уже в вертолете, в воздухе, он решился взглянуть. Чужого матроса на снимке стало 2. Они стояли теперь ближе к нему, молодому, в парадке, по обе стороны, плечо к плечу, как становится к своему, принимая в строй. А на обороте, под выведенным чужой рукой «скоро», его собственным, узнаваемым почерком было дописано 2 слово, которого он точно не писал. «Ждем». Савельев не выбросил снимок. Он понял, что выбрасывать поздно. Савельев, он спрятал его глубоко и хранил всю жизнь, и за все годы больше ни разу не перевернул. Боялся прочесть, что там приписано дальше.
Гончара среди живых не было, и среди мертвых не было. Мертвых вообще не было, ни одного тела, потому что озеро своих не отдает. Просто не стало людей. В сводке, которую Савельеву позже дали прочесть и подписать, значилось: «Чрезвычайное происшествие на испытательном полигоне. Гибель личного состава при шторме, тел не обнаружено. Район закрыт». Про лодку ни слова, про голос ни слова. Бумага была про неразглашение государственной и военной тайны, и Савельев подписал ее разбитой, перевязанной рукой, не читая, потому что читать там было нечего. Того, что он пережил, на бумаге не было. Был секретный объект противника, был шторм, была гибель личного состава. Про озеро, которое не отдает своих, про лодку без номера, про голос, что звал по имени-отчеству, ни строки. Офицер, что давал ему подписывать, в конце задержал на нем взгляд и спросил тихо, не для протокола: «Стучит?» Савельев не ответил. Офицер кивнул, будто услышал ответ, и сказал: «У всех, кто оттуда, стучит. Живи как можешь». И больше ничего не объяснил. Его комиссовали по здоровью. Дали справку, инвалидность, пенсию. Забыли. Он молчал 33 года. Он вернулся домой, к жене, к дочке. Внешне он поправился, руки зажили. Он прожил долгую жизнь, состарился, нянчил внуков, был со стороны обычным тихим стариком, бывшим моряком. Но он вернулся наверх не весь, как тот, второй водолаз, про которого говорил старший. Часть его осталась там, на дне, и всю жизнь тянулась обратно к остальному, не в силах догнать. Он не мог больше слышать ритмичные звуки. Любой ровный стук, капля из крана, ходики на стене, колеса поезда, метроном, даже дождь по карнизу складывался у него в голове в одно и то же. 3 коротких, 3 длинных, 3 коротких. Спасите наши души. Он останавливал часы в доме, заматывал тряпкой кран, не ездил поездами, не выносил тиканье будильника. В доме у него стояла особая мертвая тишина, какой не бывает в жилом доме. И гости поеживались, не понимая отчего. Тишину он искал всю оставшуюся жизнь и не находил, потому что главный стук шел не снаружи. Он шел из груди. Под левым ребром ровно, терпеливо, всю жизнь билось не совсем его сердце, а позывной, на который ему все это время надо было не ответить. Руки его не слушались до конца. В покое, задумавшись, он начинал выстукивать пальцами по столу, по колену, по подлокотнику, ровно, по буквам, одно и то же слово. Жена сначала не понимала, сердилась, что он барабанит, а потом, через годы, научилась читать это по пальцам и однажды похолодела. Старик всю жизнь, не замечая того, выстукивал одно слово: «Иду, иду, иду, иду». Без конца, ровно, терпеливо, во сне и наяву, за чаем, за телевизором, на скамейке во дворе. 40 лет он шел и не доходил, в точности как тот, второй водолаз из рассказа старшего, что сидел в палате лицом на восток и стучал «Иду» 3-й год. Савельев теперь знал, что с ним стало. Знал, что таких, как они, по стране немного, и все они не дошедшие. Тело тут, на твердой земле, среди живых, а сам там, на полпути ко дну, в общем строю, и каждым ударом сердца делает еще шаг, который никак не последний. Жена после его смерти рассказала об этом внукам только за тем, чтобы они держались подальше от глубокой холодной воды. На всякий случай. Мало ли что у деда было в роду, в крови, в этом его «иду». И было третье, о чем он не говорил никому, даже жене, и что было страшнее первых 2. Стоило ему оказаться у большой, глубокой, холодной воды, у озера, у Северного моря, у темного омута, как внутри подымался тот теплый ласковый зов, и так хотелось войти. Не утопиться? Нет, в нем не было тоски по смерти. Хотелось прийти домой.
к своим, на лодку, на теплый свет, домой, на свое место у поста, где заждались. Он обходил воду стороной. Не ездил на озера, отказывался от рыбалки, на море с семьей за всю жизнь так и не выбрался. И родные привыкли, что дед воду не любит. Дочь думала, боится после того случая на флоте, который он скрывал. Он не боялся. Он берегся, как берется пьющий, который знает, что одна рюмка его доконает, и потому не подходит и близко. Потому что знал твердо всем нутром. Однажды, стариком, в какой-нибудь тихий день у воды он не устоит. Подойдет к кромке и сделает шаг. И вода примет его без всплеска, как принимала всех своих. И он, наконец, дойдет. Туда, на 120 метров, в теплый желтый свет, к экипажу, который ждет его уже 40 лет. И в ту минуту ему будет уже все равно, он ли это идет или только усталое тело, выстукивающее «иду», потому что главное в нем давно уже там, на дне, сидит на своем месте у переднего поста и слушает, как ровно, терпеливо, по буквам зовет по имени мертвая лодка, которой не может быть.